Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о самых опасных в мире дамбах, о том, какие риски для человечества таят в себе эти впечатляющие инженерные сооружения. При строительстве плотин разрушается естественная среда обитания растений и животных, сокращается популяция рыб, а также оказывается влияние на жизни людей. В этом видео вы узнаете, как искусственные водохранилища влияют на экологическую обстановку в стране, почему возведение плотин приводит к массовой миграции населения и что будет, если произойдет авария на крупной ГЭС. Мы расскажем, какие дамбы стали опасными из-за природных катаклизмов, а какие из-за человеческой халатности, какие есть варианты развития событий и к чему готовиться в ближайшем будущем. Встречайте нашу десятку самых опасных дамб. Поехали! Терри, Индия. Самая высокая и мощная плотина Индии выстроена на реке Бхагиратхи, неподалеку города Терри. Гидроэлектростанция Терри уникальна тем, что ее машинные и трансформаторные залы углубляются на 300 метров под землю. В середине 2000-х, на момент запуска ГЭС, это было настоящим прорывом. Но многие экологи и архитекторы были против строительства дамбы в предгорье Гималаев. До начала работы зоны затопления были выселены 100 тысяч местных жителей. Экологические организации опасались, что крупная плотина нанесет непоправимый вред хрупкой экосистеме региона. Кроме того, обеспокоенность общественности вызывало возведение конструкции в сейсмоопасном районе. В 1991 году здесь произошло землетрясение силой 6,8 баллов. К счастью, согласно проекту, дамба Терри способна пережить стихийное бедствие магнитудой в 8,4 баллов. Гранд Диксенс, Швейцария. Наибольшая в мире гравитационная дамба, высота которой составляет 285 метров. Масштабное бетонное сооружение по размерам сопоставимо с Эйфелевой башней. Ширина дамбы у основания достигает невероятных 200 метров. Кверху плотина постепенно сужается и на самой вершине гребня имеет 15 метров ширины. Здесь, на высоте 2365 метров над уровнем моря, обустроена смотровая площадка, с которой открываются потрясающие пейзажи на швейцарские горы, а далеко внизу расположены 4 гидроэлектростанции. Громадное сооружение состоит из 6 миллионов кубометров бетона, а его вес достигает 15 миллионов тонн, больше, чем вес пирамиды Хеопса. Только представьте, какое количество воды со всех окрестных озер, рек и ледников держит эта бетонная гора. Теоретически, в случае прорыва дамбы, Гранд Диксенс, гигантская волна, беспощадно смыла бы все на своем пути. Она затопила бы ущелье и нанесла бы непоправимый вред экосистеме. Три ущелья, Китай. Плотинная гидростанция на реке Янцзы признана самым массивным искусственным сооружением на планете. Дамбу «Три ущелья» начали возводить в 1994 году и полностью закончили в 2012. Плотина из бетона и стали весит 65 миллионов тонн, занимает 2,3 километра в длину и 185 метров в высоту. На сегодняшний день она является как и мощнейшей ГЭС в мире, так и одной из самых опасных. Еще в 1998 году западные эксперты заявляли, что стальная арматура, которой укрепляли дамбу, не соответствует стандартам. Но никто ничего исправлять не стал. В СМИ писали, что она обеспечит электроэнергией миллионы китайцев и может контролировать сокрушительные сезонные наводнения реки Янцзы. С этими целями дамба справилась. Но, согласно спутниковым снимкам, за 2008 и 2018 год, за 10 лет ровная конструкция плотины стала волнистой. Если дамба не выдержит, то в опасности окажутся более 400 миллионов людей. Речное цунами накроет стоящие по берегам крупные города Ичан, Ухань, Шанхай и другие. Кроме того, массивное сооружение уже замедлило вращение Земли, повысило риск оползней, привело к загрязнению пресной воды и вымиранию некоторых видов рыб. Койна, Индия. В 1962 году на реке Койна была сооружена одноименная дамба высотой 85 метров и протяженностью около 800. Одна из крупнейших плотин в штате Махараштра должна была обеспечить водой многомиллионный город Мумбаи.
Но в 1967 году спокойный ранее регион потряс ряд сильных землетрясений. По заключению сейсмологов, именно искусственное водохранилище стало причиной такого явления. Гигантский объем воды создал мощное давление на лежащие внизу горные породы. Напряжение, а впоследствии и смещение грунта вызвало землетрясение. Самый мощный толчок с амплитудой 6,3 балла по шкале Рихтера произошел 11 декабря. Это привело к разрушению близлежащих зданий. В результате трагедии погибло 177 человек и более 2000 были ранены. Дамбе Коэна удалось уцелеть, но на конструкции образовались трещины. Инженеры укрепили плотину, а ученые установили специальное оборудование для мониторинга ее состояния. Также геофизики разместили поблизости несколько сейсмических станций для своевременного отслеживания изменений в земной коре. Рагунская плотина, Таджикистан. Рагунская ГЭС – строящаяся в настоящее время гидроэлектростанция в Таджикистане, на реке Вахш. Строительство каменно-набросной плотины началось еще в 1976 году, но распад СССР и обострение военного конфликта в стране приостановили его. В 1993 году недостроенная ГЭС выдержала наводнение. К работе над Рагунской плотиной вернулись в начале 2000-х, однако проект до сих пор не закончен. В 2018 году была запущена первая турбина ГЭС, а в 2019 – вторая. После завершения строительства должно работать 6 агрегатов, а сама 335-метровая дамба Рагунской ГЭС станет самой высокой в мире. Однако этот проект вызывает серьезные опасения у гидрологов и сейсмологов. Громадная дамба располагается в зоне высокой сейсмичности, оползневых и селевых процессов. Здесь не раз случались землетрясения силой 6-7 баллов по шкале Рихтера. Также под дном реки, прямо под основанием плотины, есть тектонический разлом, заполненный каменной солью. Эти факторы повысили риск обрушения. Но сегодня проектировщики ГЭС уверяют, что им удалось добиться прочности конструкции, и жителям густонаселенных районов в дельте реки Амударья не грозит затопление. Дзиньпинь-1, Китай. Самая высокая действующая дамба планеты расположена в Китае в провинции Сычуань, на изгибе реки Ялунцзян, который называется Дзиньпин. Высота арочной плотины достигает 305 метров, а длина 569. На ее возведение в период с 2005 по 2014 год ушло 4,7 миллиона кубометров бетона. Сама Ялунцзян течет по глубокому ущелью, поэтому в будущем власти КНР намерены построить на реке целый каскад более чем из 20 гидроэлектростанций. Для реализации масштабного проекта Дзиньпин-1 7,5 тысяч жителей были переселены в другие районы. Такая высокая дамба была спроектирована с целью закрыть потребности населения в электроэнергии. Также на плотину была возложена функция защиты низовья реки от частых наводнений и предотвращения эрозии почвы. Пока что Дзиньпин-1 справляется со своими задачами и является устойчивой к землетрясениям, которые периодически случаются в этом регионе Китая. Масульская дамба, Ирак. Эта плотина была возведена в начале 80-х годов неподалеку иракского города Мосул. Четвертая по величине дамба на Ближнем Востоке стоит на реке Тигр. Она возвышается на 113 метров и имеет длину 3,4 километра. Сама конструкция сделана в основном из земли и стоит на мягких минеральных породах, гипсе и известняке, что легко растворяются в воде. По данным инженерных войск США, Масульская дамба – самая опасная дамба в мире. 7 августа 2014 года плотину захватили боевики ИГИЛ. Террористы могли взорвать плотину, и 11 миллиардов кубов воды затопили бы ряд городов до самого Багдада. Вскоре курдские и иракские войска восстановили контроль над плотиной, но боевики успели ее разграбить и уничтожить техническую инфраструктуру. Масульская дамба может пережить бомбардировки с воздуха, но из-за зыбких пород в основе конструкции она может осесть и разрушиться. Чтобы плотина держалась, нужно регулярно заполнять возникающие полости цементом. Прорыв дамбы унесет около 1 миллиона жизней. Это бомба замедленного действия, дожидающаяся своего часа. На случай катастрофы коалиция и власти Ирака разработали план эвакуации населения. С 2016 года плотина находится под защитой итальянских военнослужащих.
Кариба, Южная Африка. На реке Замбези, что протекает на границе Замбии и Зимбабве, расположена ГЭС Кариба. Ее дамба высотой 128 метров была сооружена в 1959 году. Искусственное озеро, что образовала бетонная арка двойной кривизны, простирается на 280 километров и является одним из крупнейших в мире. Для создания водохранилища пришлось переселить около 57 тысяч людей. В 2008 году BBC сообщила, что сильные дожди могут привести к выходу воды за пределы дамбы. В 2010-м из-за повышения уровня воды и открытия шлюзов вынужденно переселились еще 130 тысяч человек. В 2014-м инженеры констатировали, что фундамент дамбы ослаб и требуется срочный ремонт. Вода разрушила слой базальта и образовался кратер, который подорвал устойчивость плотины. Если произойдет авария, то мощная волна снесет еще одну дамбу Кахора-Баса в Мозамбике и погубит более 3 миллионов человек. В 2018 году проводились работы по спасению Карибы. Сегодня из-за сокращения осадков и чрезмерной эксплуатации водохранилище заметно опустело, а гидроэлектростанция работает на минимальной мощности. Каскад Днепровских плотин, Украина. Основные проектные и строительные работы на Днепре начались в далеком 1928 году. Так на реке появилось 6 водохранилищ – Киевское, Каневское, Кременчугское, Среднеднепровское, Днепровское и Каховское. Каскад гидроэлектростанции обеспечил население электроэнергией и водой, поддержал работу тепловых и атомных станций, защитил долины рек от катастрофических наводнений, но водохранилища затопили огромные площади, суммарно около 7 тысяч квадратных километров. Если в мире возводили дамбы в малонаселенных горных или пустынных районах, то советские власти об этом не думали. Вдоль Днепровского каскада было уничтожено 6 тысяч населенных пунктов и выселено более 3 миллионов людей. Днепр и близлежащие территории погубили в обмен всего на 5% от всей электроэнергии, производимой в Украине. А затраты на содержание ГЭС 5 раз выше, чем выручка. В 90-х на бетонных элементах плотин были зафиксированы первые трещины. Из-за материального износа конструкции возникла реальная угроза прорыва. Так Украина получила в наследство от СССР мощную и опасную мину, что может взорваться в любой момент. Если рухнет Киевская ГЭС, то десятки поселков уйдут под воду, миллионы людей погибнут. Критические дамбы необходимо укрепить, иначе последствия от разрушений могут превзойти Чернобыльскую катастрофу. Оровиллская дамба, США. Каменно-насыпная плотина высотой 235 метров стоит на реке Фетер в штате Калифорния. Она была построена в период с 1961 по 1967 год и является самой высокой дамбой в США. Начиная с 2006 года на плотине были замечены незначительные повреждения, но ее продолжали эксплуатировать. 7 февраля 2017 года после затяжных ливневых дождей в средней части водосброса была обнаружена крупная вымоина. Инженеры задействовали аварийный водосток, но он оказался тоже поврежден. Тем временем озеро Оровилл наполнилось водой до самых краев. Потоки полились через гребень, и началась эрозия основания под аварийным водосбросом. Было принято решение открыть главный водосток, несмотря на повышенный риск разрушения дамбы. 12 февраля из опасной зоны эвакуировали около 200 тысяч человек. К счастью, к вечеру того же дня поток через гребень удалось остановить и стабилизировать ситуацию. Люди вернулись домой. Ремонт и восстановление Оровиллской дамбы заняло 2 года. 2 апреля 2019 года основной водосброс снова открыли. Специалисты считают, что причиной возникновения такой серьезной гидротехнической аварии стала экономия на обустройстве аварийного водосброса и некачественные ремонтные работы в 2013 году. На протяжении многих веков человек пытался обуздать природные стихии и сделать так, чтобы они работали ему во благо. Древние плотины строились поперек небольших ручейков, защищая от наводнений и засухи. Сегодня дамбы представляют собой чудо инженерии, обеспечивая электроэнергией города и целые страны. Но, как вы думаете, почему так мало внимания уделяется рискам, связанным с сооружением плотин? И удастся ли людям в будущем предотвратить их разрушение?